Друзья, всем привет! Где пропала, где пропала? Была в отпуске. Видео про отпуск есть, но пока я его не буду выкладывать, у меня просто нет на это времени, потому что мы приехали, и я сразу включилась в процесс приготовления к Новому году. Магазин, покупки, готовки. В общем, готовимся к Новому году вместе со мной. Ездили в магазин, это наша предпоследняя закупка в этом году, потому что последняя будет перед Новым годом, ну там чисто фруктики, может, если не забуду, покажу. Но покажу, сколько я взяла всего хорошего, а главное по скидке. Вот такое молоко, кстати, молоко, по-моему, первый раз вижу, что сразу в упаковке 1,5 литра. Мусорные пакеты были по скидке. Мусорные пакеты, по-моему, 65 центов. Кабаносы были по скидке. Евро 29. Сметана это по 70 центов. Это по евро. Но они без скидки были. Это детям взяли десертики такие. Вот шоколадный и какой-то клубничный. Даже панакота написано. Дальше, вот такой колбаски детям взяли на бутербродики. Ну, это такое, знаете, просто сейчас у меня идет активная подготовка к Новому году, у меня нет времени готовить. Ну, в смысле, кормить детей. Вот это что-то было по скидке, я уже говорила, я стараюсь какие-то ерундовины брать по скидке, потому что хотя бы не так обидно, если оно невкусно. Ну, вот 30% была скидка, это, я так понимаю, селедка с чем-то. Надеюсь, что все-таки вкусно. А вот еще такая колбаска была по скидке. Так, евро 59, сегодня евро 11. Ну, это дети быстро разберутся с колбасой, она у нас не залеживается. Так, взяла, завтра буду варить холодец, взяла чесночка на 2,18, а килограмм 6,90. Ну и, как я сказала, готовить мне некогда, потому что, в смысле, я буду готовиться к Новому году, поэтому детей буду кормить магазинными этими пельменями. Кстати, очень вкусные. Я брала все попробовать, но вот именно с индюшатины самые вкусные. Стоят, ой, не помню, по-моему, 2,70 или 2,80. Ну, что-то около 3 евро, это полкилограмма. Набрала. По скидке была морковка, 2 килограмма, евро 50. Ну и дальше смотрите, по скидке индюшачье мясо, это филешка, была 4,99, стала 3,49, это на холодец. Потом говядина была 5,49, стала 3,84 на холодец. Это детям до Нового года, чтобы не питаться одной колбасой и пельменями, взяла вот такие, не знаю, первый раз взяла, раньше не брала, были 2,70, сегодня евро 88. Ну вот тут такие 3 котлетки с индюшачьего филе. Вот взяла 2 упаковочки, потому что 3 котлетки на 4, ну это подраться можно. А 6, ну 6 уже как-то поделим. Дальше вот такой вот кусок свинины. Ну, такой не сильно жирный, не сильно постный. Настя, ты мне делаешь тень. Было 7,08, сегодня 4,95, здесь вес кило 400. Думаю, завтра сделаем шашлычка. Ну, а что ждать праздник? Делайте праздник, когда хотите. Правильно? Вот мы думаем завтра шашлычка. Так, это индюшиная нога. В принципе, за ней я поехала в магазин. Она была 4,31. Сегодня за 3 евро я взяла 900 грамм ноги. Это на холодец. И вот еще такое мяско, это такая филешечка свиная, тоже по скидке была 3,32, взяли за 2,32, и еще один такой же кусочек, 2,34, ну там вес чуть-чуть может отличаться, тут 377 грамм, а тут 374 грамма. Это тоже завтра пойдет на шашлычок. Ну, или я на холодец положу. Я еще не решила. Так. Лучше шашлык. Второй год, нет, третий год варю холодец. Предыдущие 2 года холодец ела я одна. И вот так. Ой, и в этот Новый год будешь. Шашлык. Вот будете еще просить. Вот, слышите?
Вот такие дети балованные. Все, вот такая вот предпоследняя закупочка. Последняя будет зеленушка, листики салата и фруктики. Ну и все. И больше ничего, потому что все остальное я уже купила. И завтра начинается процесс приготовления. Думаю, что завтра вам сниму, что я буду готовить и как. У меня есть возможность показать вам немножко видеообзор автомобиля Opel Combo 21 года. Я немного поездила на этой машине и хочу вам показать мой видеообзор и мои впечатления, что мне понравилось, что нет в этой машине. Ну и заодно немножко проедемся, меня как раз любезно согласились подвезти к магазину. Вот так выглядит автомобиль, о котором я хочу вам рассказать. Он достаточно высокий и по своим размерам напоминает как маленький микроавтобус. Снутри, давайте самое главное, что меня всегда волнует, это багажник. Вот такой вот багажник. Двери открываются наверх. Мне кажется, это немножко неудобно, потому что если близко припаркована сзади машина, ввиду того, что в Германии мало всегда места и машины очень плотно паркуются, то вот открыть багажник, не задев машину, которая стоит сзади, это будет достаточно сложно. Мне кажется, не очень удобно, когда она вот так вверх открывается. Не знаю, как-то бы она в сторону открывалась, мне кажется, было бы лучше. Хотя смысл не меняется, да? Не знаю, мне почему-то лично для меня неудобно. Этот обзор о моих впечатлениях о этой машине. Так, багажник. Багажник достаточно вместительный. Как-то вот тут что-то откидывается, да. Вот. То есть достаточно много сюда может вместиться. Технические характеристики, кому интересно, может сам почитать. Автомобиль этот не секретный, поэтому как бы вот так вот. Да. Так, за веревочку дернем и дверь закроем. Вот. Вот с этой стороны. И сейчас покажу, что внутри и мои личные ощущения. Еще. То есть задняя дверь открывается, вот именно отъезжает, она не открывается в сторону. Вместительность. Я не знаю, там сзади, наверное, скорее всего, ничего нельзя ложить, потому что водителю не будет видно, но если по бокам, может быть, какие-то вещи небольшие можно положить. Полноценная пятиместная машина, то есть, видите, ширина машины достаточно большая. Есть подголовники, они регулируются. Ремни безопасности, конечно же. Так, не могу закрыть. Ладно, не важно. Сейчас придет хозяин и закроет. Так, это передняя часть автомобиля. Машина достаточно вместительная, но, как для меня, есть несколько минусов. Про багажник я уже сказала. Задние окна у пассажиров, они открываются, сейчас покажу. Вот так. То есть вот это весь максимум, который можно открыть. Вот какая-то такая щелочка тут есть. И все. Мне кажется, летом, конечно, наверное, или весной не очень удобно. И опять закрыть не могу. Ха-ха-ха. Нет, дети не справятся. Массовое крепление, мне кажется, тоже не очень хорошо. Я думаю, что они достаточно хрупкие. Если рассчитывать, что сзади сидят дети, как, допустим, в моем случае. Скорее всего, с непривычки, с какими-то сложностями я все-таки закрыла двери. Не очень, конечно. Наверное, я просто не привыкла. Так, ладно, переходим в середину. Плюсы автомобиля. Она очень широкая. Я вам показывала. Сзади 3 полноценных места. Не 2,5, как обычно в легковых машинах, а 3 полноценных места. Тут всякие штучки. Тут бардачок, понятно. Так, один из таких небольших неудобств, это коробка передач находится здесь. Не вот здесь, как принято, у большинства, по крайней мере, машин. Я первый раз вижу, что она здесь. То есть водитель, когда едет, обычно у него рука здесь лежит и как бы удобно. А так надо все время как бы или тянуться, или пододвигать кресло, чтобы дотягиваться. В общем, мне кажется, не очень удобно.
Есть навигатор, бортовой компьютер. Его можно подключить к телефону и с него звонить, с телефона через него включать музыку в салоне. Если опять-таки же есть звонки, просто нажимаете кнопочку, и он принимает звонки с вашего телефона. Но когда за рулем, мне кажется, это очень удобно. Вот такой автомат. Если смотреть вот так вот, видите, 3 полноценных места сзади. Достаточно вместительно, ну, если это дети, то тем более. Сейчас сразу печка включается. Вот она показывает, кто пристегнулся, кто не пристегнулся. Кстати, печка очень хорошо работает. Ну, по крайней мере, в этом автомобиле, не знаю. Ну, вот такая панель. Вот включился бортовой компьютер, показывает нам, что там, где там. Кстати, можна установить українську мову. Ну, ви бачите самі. Управление механика. Но несмотря на то, что механика, есть круиз-контроль, что на дальние расстояния очень даже удобно. Так, меня любезно подвезли в торговый центр, и я хочу купить себе новогоднее костюм, платье, не покажу что там на Новый год. Я вам уже показывала эту красотищу. Что-то сегодня в торговом центре народу мало. Удивительно. Ну что, друзья, пришло время ставить холодец. Значит, у меня здесь вот такая свиная часть с ноги. Их 2 штуки. Ну, такое. Ну, хорошо, что без копыта. Мне даже такое больше нравится. Потом куриные ножки. Здесь индюшачья нога. Индюшачье филе. Это говядина. Еще доложу свинину. И у меня были куриные бедра, я их вот обрезала, потом расскажу зачем, что я с этим буду делать. Это не ложу, это мне на другое блюдо. А вот эти вот косточки я их положу для бульона, будет хорошо. В итоге получается у меня 4 вида мяса. Свинина, индюшатина, курица и говядина. Все ставлю вариться. Будет часть вариться в мультиварке, часть в кастрюле. Но и это не все мясо пойдет на холодец. Часть мяса я заберу на другие блюда. Мне надо отварное мясо. Но зато будет наваристый хороший бульон с 4 видов мяса. Ставлю, неправильно сказала. Ставлю сначала на печку. Первое закипание и первый бульон сливаю. А потом ставлю уже на холодец. Ну... Меня так мама научила. Первый бульон надо сливать. Там всякое... А вы тоже сливаете первый бульон, когда варите что-то с мяса? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Муж решил освободить меня от приготовления ужина, и поэтому решил делать на ужин шашлык. Ну, я чему очень рада, потому что моя вся голова занята исключительно приготовлением к Новому году. Вот такой вот был сегодня денечек, немножко обо всем. Завтра буду варить холодец. Спасибо, что досмотрели до конца. Всех люблю, целую. Все буде Україна. Пока-пока.